Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию. Интересные события начали происходить. И, возможно, эти события, они приведут к тому, что спираль начнет в ближайшее время раскручиваться. Так, друзья, что касается статистики, на сегодня вышла слабая статистика по Соединенным Штатам. Число выданных разрешений на строительство домов оказалось меньше, чем прогноз, и тем более ниже предыдущего значения. Примечательно, что вчера аналогичные данные вышли по Канаде, но с Канадой ситуация более или менее ясная. Там действительно просто чудовищный пузырь надули на рынке недвижимости. С Соединенными Штатами, конечно, ситуация несколько иная. Так, ну и вот, собственно говоря, событие, которое, возможно, в ближайшее время станет центровым для России, это то, что началось точечное воздействие на отдельных лиц, на отдельных персон. Ну и судя по тональности в американских и западноевропейских источниках, здесь, скорее всего, даже если эта ситуация сейчас не получит развития, в дальнейшем, наверное, на горизонте 6 месяцев, может быть 12 месяцев, она, наверное, начнет выливаться в какие-то дальнейшие, более широкие действия и тоже точечные, такого же характера. Ну и как вариант, это может существенно повлиять на состояние и российского фондового рынка, и рубля. Так, друзья, далее сейчас в связи с коронавирусной очень непростой ситуацией в России обсуждают вероятность того, что будут нерабочие дни, так называемые, по-моему, с 30 октября по 7 ноября. Вопрос, который меня интересует, что будет с биржей, то есть будет, не будет она работать. Если смотреть сайт Московской биржи, здесь пока что эта информация не отображена, стандартные праздники, которые в ноябре. Так, друзья, давайте перейдем к графикам VIX. Он, по сути, сейчас тестирует уровень 15,7, 15,6. Соответственно, пробой вот этого диапазончика весьма вероятно придет к тому, что разовьется движение, у которого цель будет тестирование значения 14. Вот значение 14 здесь у нас является ключевым, соответственно, пробой этого значения будет означать, что фактически вся эта конструкция с разворотом и ростом, она ломается и начинается движение, у которого цель будет находиться уже в районе 11,4. Соответственно, вот если здесь происходит пролом, то вся эта идея с ростом VIX и, соответственно, кризисом в ближайшее время на фондовом рынке, она сходит на нет. По крайней мере, на 2-3, может быть, 4 месяца. Соответственно, такое движение в VIX, оно указывает на то, что эта ситуация в ближайшее время будет разрешаться. Так, друзья, далее американский рынок, но здесь, превосходя ожидания, пробили 4500. Соответственно, вопрос сегодняшнего дня будет, не будет закрепления над этим значением. Если закрепление будет, то завтра или послезавтра весьма вероятно будет движение с попыткой переписать вот этот хай. Но, казалось бы, парадокс. По строительству новых домов вышли отрицательные, негативные данные, не те, которые предполагалось. А американский рынок растет. Чудеса, не так ли? Так, далее DXY. Здесь ситуация, недельный таймфрейм ставлю. Да, здесь идет сейчас попытка слома тренда и разворота, но пока что эта попытка, она себя не реализовала. Сейчас он, как ни крути, находится все равно на изготовке, и ему главное здесь какое-то время продержаться, может быть, еще неделю. 93,5, чтобы для него было средневзвешенным значением, то есть чтобы шло кручение вокруг вот этого уровня. Соответственно, если он не уходит ниже, не закрепляется на 93,3, 93, то вот эта разворотная формация, она не срабатывает и будет продолжение дальнейшего роста доллара против остальных валют. Практика, историческая практика показывает, что никакие хранения доллара и доллар там девальвируется и так далее, они пока что не приводили ни к какому положительному результату. Да, откатывается, да, проваливается, да, временно ослабляется, но потом доллар неизбежно брал свое.
Вот давайте даже вот просто логически посмотреть на ситуацию. Сила валюты, любой валюты, там, не знаю, российской, и британской, и американской, и китайской, какой угодно, она обусловлена тем, насколько охотно ее везде, во всех уголках мира принимают к оплате. Соответственно, она пользуется спросом в том случае, если за ней что-то стоит. Ну, просто, скажем так, военная сила, она не может стоять за крепостью валюты. Это исключено. Для того, чтобы валюта была крепкая, экономика должна быть сильной, цветущей и большой. Американская экономика удовлетворяет всем этим критериям. Плюс она, в общем-то, энергонезависима, в отличие от той же Европы. Так, друзья, ну вот переходя на часовик по индексу доллара, мы с вами видим, что, в общем-то, вот этот заряд оптимизма, который происходил, судя по всему, он подошел к концу. 93,5 послужило барьером, дальнейшее ослабление доллара не получило развития. Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти здесь ситуация грозила перейти в драматическую, но тем не менее уровень, который проходит 83,8, 83,7 в этом диапазоне, он сработал. Стопы собрали, и после этого чик-чик-чик пошло движение наверх. Ну, на сегодня и на завтра весьма вероятно будет реализовано движение 85,8. Ключевое событие – тестирование и пробой уровня 86. Здесь, опять же, уровень 83,7, 83,8, он является сдерживающим фактором. Пока он не пробит, нефть будет отскакивать и продолжать расти. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, как ни крути, это ключевой инструмент. И я думаю, в обозримом будущем он также останется ключевым инструментом, одним из ключевых инструментов. Ну и мы с вами видим, что несмотря на оптимизм, тишь да блажь, однако рубль-то особо не укрепляется. Маленькие-маленькие шажочки. После этого идет выкуп и отскок. На текущий момент, я думаю, сегодня будет консолидация в диапазоне 71,05, 70,85. Вот здесь вот, ну, события, которые начали происходить в плане санкций, они могут ситуацию начать достаточно ощутимо раскачивать. Тем более для укрепления доллара против рубля, пусть даже краткосрочного при такой нефти, масса целей, которые при любой возможности весьма вероятно будут отыгрываться. Тот факт, что нефть стоит больше 80 долларов за баррель, а доллар, ну скажем так, он пока 70 не достиг, хотя по-хорошему он уже должен находиться на 65-64, а то и в районе 57, говорит о том, что весьма вероятно рублю просто не дают шансов на укрепление. Так, друзья, далее РТС. Вот здесь ситуация очень интересная, потому что у нас идет тестирование уровня 189-700. Соответственно, если этот уровень пробивается, то отсюда очень быстро может развиться движение, у которого цель будет в районе 200 тысяч. Здесь есть один момент, который связан с тем, что если отсюда возникает коррекционное движение, и оно приводит к пробою 188 500, то весьма вероятно все это движение приведет к тому, что будет отработана цель, которая находится на 186 700. Так, друзья, давайте рассмотрим акции Русала, потому что в силу тех событий, которые затрагивают Дерипаску, ну, по ним могут быть достаточно высокая волатильность и очень сильные движения. Тем более, как бы исторический хай переписан, и поэтому здесь просто колоссальные возможности для того, чтобы качать их туда-сюда. Так, друзья, если рассматривать дневной таймфрейм, здесь, в общем-то, картина указывает на то, что будет в ближайшее время весьма вероятно движение, у которого цель составит 69 рублей, вот сюда вот. Соответственно, если здесь возникает консолидационное движение, если не идет дальнейший пробой 65,5 после того, как эта цель будет отработана, то все это придет к тому, что они здесь отстоятся и потом опять вернутся с целью тестировать и пробивать 86. Пока что вот все эти формации, которые здесь нарисовались, кстати, это еще вчера начало развиваться, они не указывают на то, что будет какое-то обвальное движение и возврат к значению 55-53. Но, тем не менее, если будет пробит ключевой уровень, который проходит вот здесь вот,
такое движение вполне может произойти. Пока что на текущий момент просто напрашивается движение вот сюда, вот в этот район. На фоне всех этих событий, обысков и так далее, вполне вероятно, что это движение получит развитие. Вот. Но оно не получит развитие в том случае, если до конца этой недели будет происходить консолидация движения в диапазоне 78,7-82,2. Вот здесь вот. Тогда вот эта энергия, которая она возникла в ходе достижения максимального значения, она будет сломлена. И здесь после какого-то консолидационного движения в течение нескольких дней пойдет дальнейший рывок наверх, пробой и, соответственно, движение уже к 100 рублям. Пока на текущий момент, я думаю, здесь новостной фон будет очень сильно определять то, что происходит. Те сделки, то движение, которое было вот здесь, вот за эти 2 дня, вчера и сегодня, указывает на то, что высока вероятность возврата к этому значению. Так, друзья, ну и далее акции Apple, которые сегодня и накануне показали массу интересной информации, в том числе о том, что они будут отказываться от Intel и, соответственно, переводить компьютеры на свои процессоры. Достаточно позитивный момент, потому что, во-первых, в перспективе это должно сократить издержки, во-вторых, это открывает для Apple дополнительные возможности в части развития и производства микропроцессоров и, соответственно, поставки их, возможно, другим вендорам. Я думаю, в ближайшую неделю мы увидим движение, у которого цель потестить и переписать 157,5 вот это вот значение. Соответственно, движение это не произойдет, если будет откат и пробитие уже ранее обозначенного уровня 137,1. Сейчас большинство факторов свидетельствует о том, что движение с целью тестирования и пробоя вот этого хая, оно произойдет в ближайшее время. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Основные события, основные новости, то, что хотел до вас донести. Спасибо за внимание. Успешно доторговать и хорошего вечера. Всех благ.